Знаете, когда мне звонят друзья, они мне звонят, когда сильные морозы или сезон переобувки. Ведь я работаю с шинами и аккумуляторами, а в остальное время тишина. Мне 39 лет, и я к 39 годам понял, что как таковых тех друзей, которые были в детстве, их не существует. По крайней мере, из моей истории я делаю вывод именно такой. Раньше в молодости было очень много друзей, товарищей. Мы бегали по подворотням, не знаю, курили в подъездах, пили пиво в садиках, в беседках. Все думали, что мы братья навеки, на всю жизнь. В 23 года я женился. Мы с женой начали снимать квартиру. Общение еще стало больше. Постоянные тусовки. И как только у меня родился первый ребенок, мой первый пацан, общение ушло на нет. На нет, то есть на нет совсем. То есть друзья уже не звонили. А когда звонил ты им, они старались как-то побыстрее закончить разговор. По причине того, что я первый из компании нашей. То есть женился, завел семью, перешел на какой-то, как по мне, новый уровень жизни. Выяснилась простая штука. Нету места для тусовок. Закончилась и дружба. Это не нытье, это просто факт из моей жизни, как это произошло. Я со временем свыкся с этой мыслью, то есть переболел, осознал, стал чуть постарше, помудрее. Вскоре у меня родился второй пацан, и вот мы до сих пор двигаемся нашей семьей. И детей я стараюсь воспитывать с тем пониманием, что кроме семьи никому вы не нужны, ни друзьям. Дальше, после этапа молодости, взросления, появился новый этап. То есть я чего-то в жизни добился. Открыл небольшой бизнес в нашем городе по продаже шин и аккумуляторов. И друзья как-то начали возвращаться. Причем возвращаются только когда у нас мороз, когда надо переобуть машину. Самое, что интересное, люди даже не понимают этого. То есть они звонят и говорят: Андрюх, как дела? Помоги мне, найди мне, предоставь хороший выбор, поработай. То есть ты время тратишь, думаешь, как сделать лучше для человека, сделать подешевле по твоим возможностям. А они просто потом говорят: не, давай. Я, говорит, вот на Озоне сейчас пошарился, и то же самое, что ты мне нашел, подобрал, потратил на меня время, друг, там на 100 рублей, на 200 дешевле. Я закажу там. То есть дружба обесценилась сразу за 2 сотки с колеса. И все, человек кладет трубку и появляется только тогда, когда у него возникает опять проблема, связанная со мной. У меня есть лучший друг. Я все равно по истечении времени считаю его лучшим другом. Мы с ним с 1 класса вместе жили в одном дворе, учились в одном классе. Потом по школе нас, конечно, там раскидало со временем. То есть в тот момент, когда я женился, когда у меня появился ребенок, тоже пропал человек. Как-то все равно лучший друг. Я сделал его своим крестным, не своим крестным, крестным своего ребенка. Думал, будет это какой-то сцепляющий момент дружбы. Человеку неинтересно было до того момента, пока у него не родился свой ребенок. Родился он у него
поздновато, лет через 10 после моего первенца. Ну и звонки от лучшего друга происходят только в те моменты, когда он хочет отдохнуть от своей семьи. Я понимаю, все мы такие, что со временем у всех много проблем. Ну, я вам историю своей жизни рассказываю. Такая фраза, не знаю, где я ее услышал, либо сам в голове себе придумал. Хотите избавиться от лучшего друга, либо хотите избавиться от друзей, сделайте их крестными своих детей. Моментально пропадут. Ну вот я к своим 39 годам закрыл эту лавочку для приходящих так называемых друзей, которые приходят ради скидки или узнают, как у тебя дела, ради своего какого-то шкурного интереса. Постоянные скидки у меня на работе только для постоянных клиентов. Знаете, вот когда сбрасываешь эти розовые очки про дружбу и про все, как-то жизнь становится легче. Ты уже ни на кого не обижаешься. Мне 39 лет, у меня есть любимая жена, двое классных пацанов, и я счастлив. Вот эти друзья на сезон, ну, они мне как бы не нужны. Ну, хотя они скоро опять вернутся, потому что скоро сезон переобувки и морозы не за горами. Пишите в комментариях, у кого как с этим делом. Много ли друзей у вас осталось с детства, с молодости? Как с ними общаетесь? Как часто? В каком возрасте вы поняли, кто вам настоящий друг, кому вы нужны, а кто друг такой, как у меня на сезон?